Привет, армия, свет погас. Толпа затихла. Голоса затихли. И время словно остановилось на мгновение. Затем появился одинокий огонек, прорвавшись сквозь красно-золотую дымку. И вот он, Ким Тэ Хён. Он стоял один. Была тишина. Но в этой тишине что-то громко заговорило. Его глаза мягко блеснули в свете, как стекло, в котором висело вечернее небо. И вот началась история. Затем заиграла музыка. Медленная, нерешительная, как первый вздох после слишком долгого сдерживания тоски. Первые ноты «Love Me Again» прозвучали так тихо. Полные чувств, полные невысказанные утраты. И когда раздался его голос, это было не просто пение. Это было признание. «Полюби меня снова». Слова разносились эхом, касаясь воздуха и проникая в сердце слушателей. Он не исполнял песню. Он открывал свое сердце тысячам людей. И никто толком не знал, для кого эта песня. Но многие чувствовали это. За этими нотами кто-то стоял. Кто-то, кого не было рядом в тот вечер, но кто все еще жил в его сердце. Кто-то, у кого для всего мира было одно имя — Чон Чингук. С тех пор, как вышла песня «Love Me Again», песня ощущалась по-другому. Ее окружала мягкая аура, как будто каждая строчка содержала что-то личное. Но в тот вечер все стало яснее. Не из-за света прожекторов, не из-за ее красного платья, не из-за этой идеальной высокой ноты, а из-за этого взгляда. То, как она закрыла глаза. То, как она вздохнула посреди припева. Как ее голос слегка дрожал, когда она сказала: «Я бы хотела, чтобы ты снова меня полюбил». Все это казалось слишком реальным. И каким-то образом все присутствующие поняли. Это была не просто песня. Это была тоска. Они говорили: он поет не для нас. Он поет для кого-то. В Твиттере фандом начал перешептываться. Его взгляд слишком личный. Его голос звучит так, будто он что-то скрывает. Это для Чингука? Вопрос разнесся, словно холодное дыхание в залитой светом комнате. Через несколько дней после концерта Тэ Хён дал интервью. Репортер спросил: «Что на самом деле значит для тебя Love Me Again?» Тэ Хён слегка улыбнулся. Затем он замолчал. Он опустил взгляд и тихим голосом сказал: «Речь идет о ком-то, кто так много для меня значит. Кто-то, кто, вероятно, не знает, как сильно я его люблю». Тишина. Одного этого предложения было достаточно, чтобы весь фандом затаил дыхание. Кто-то, кто так много для него значит. Кто-то, кто не знает, как сильно он его любит. Имя не было упомянуто. Но все знали, кто первым пришел на ум. Чингук. Некоторые вещи не нуждаются в объяснениях. Это было то еще чувство. Как то, как Тэ Хён смотрел на Чингука на сцене. Как легкая улыбка, которая появлялась только тогда, когда они были вместе. Как расстояние, такое близкое, но всегда такое значимое. Они давно были известны своей близостью, которую трудно объяснить. Не только потому, что они часто бывали вместе, а потому, что им было комфортно. Потому что они были на одной волне. Каждый момент. То, как Тэ Хён коснулся плеча Чингука. То, как Чингук молча взглянул на него за кулисами. То, как они смеялись, ища взглядами друг друга. Все это казалось маленьким кусочком чего-то большего. И в тот вечер, когда заиграла «Love Me Again», все словно встало на свои места. Через несколько дней после того выступления
Чингук провел прямую трансляцию. Освещение в его комнате было мягким. Он выглядел расслабленным, черная толстовка с капюшоном, взъерошенные волосы. Но его глаза были глубокими. В них было что-то спокойное и в то же время полное. Он слегка улыбнулся, а затем сказал: «Сегодня я услышал прекрасную песню». Он не назвал песню. Он не назвал исполнителя. Но все знали. И каким-то образом в тот вечер армии по всему миру плакали. Не потому, что знали что-то, а потому, что чувствовали что-то. Повисла мягкая тишина, которая вдруг показалась теплой. Как будто два сердца говорили без слов. Им не нужно было говорить. Им не нужно было ничего объяснять. Потому что для Тэхёна и Чингука существовал язык, понятный только им. Язык мимолетных взглядов за кулисами. Улыбок, появлявшихся одновременно. Песен, которые один пел, а другой слушал. Они говорили мелочами. Нотами, вздохами, тишиной. И, возможно, «Love Me Ergen» была одной из форм этого разговора. Послание, переданное через музыку. Отвечала легкой улыбкой и простой фразой: «Я слышу прекрасную песню». Луна менялась. Время шло. Но каждый раз, когда играла «Love Me Ergen», мир словно возвращался в ту ночь. К красному свету. К дрожащему голосу, полному тоски. К взгляду, который охватывает все. И люди понимают, что, возможно, любви не всегда нужно имя. Иногда любви просто нужно существовать. В тишине. В голосе. В смехе. В тот вечер, когда аплодисменты стихли. Тэхён замер. Никакой улыбки. Никакого движения. Только один долгий вздох. Словно кто-то, наконец-то осмеливающийся сбросить старое бремя. Он слегка опустил голову. Он уставился на холодный пол сцены. И словно безмолвно говорил: «Я сказал это. По-своему». Эта тишина говорила громче тысячи слов. Это была тишина, полная любви, утраты и чего-то, что еще не закончилось. Сейчас, спустя месяцы, песня живет. Не только на музыкальных платформах, но и в сердцах тех, кто любил молча. Потому что «Love Me Ergen» — это не просто песня. Это чувство. Эхо сердца, которое когда-то любило слишком сильно. И все еще надеется, хотя и знает, что любовь может никогда не вернуться. И, может быть, где-то Тэхён все еще смотрит в то же небо. А Чингук где-то все еще напевает ту же мелодию. Тихо, с легкой улыбкой на губах. Потому что настоящая любовь на самом деле не уходит. Она просто меняет форму. Из взгляда в песню. Из песни в воспоминание. Из воспоминаний в сладкую тишину. И среди этой тишины все еще звучит тот же тихий шепот. «Я все еще здесь. Полюби меня снова». Так было после «Love Me Ergen». Песня закончилась. Но чувство так и не закончилось. Каждый раз, когда люди пересматривают ее, что-то возвращается к жизни. Этот взгляд. Этот тон. Эта улыбка, которая почти появилась, но не появилась. Но такова любовь. Ее не всегда можно увидеть. Иногда ее просто чувствуешь. И такую любовь. Тихую, тихую. Потерять сложнее всего. Возможно, теперь они идут разными путями, проживая свои дни в огромном и суетливом мире. Но даже в самых тихих местах они все еще соприкасаются. Это «Love Me Ergen». Не просто песня, но язык двух сердец, которые однажды нашли друг друга.
И, возможно, в тишине. Все еще ждут друг друга. Потому что настоящая любовь никогда по-настоящему не заканчивается. Она лишь шепчет в новой форме.